Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. Это Neverwinter 2, я Last of War. Мы здесь играем на руинах Арвана. Давайте включим интерфейс и будем идти дальше, потому что сейчас у нас задача, если я не ошибаюсь, идти на странный помост к странному порталу, потому что вроде бы мы все статуи почти уже нашли, 4 из 5. А это, в свою очередь, значит, что нам нужно идти вперед и разбираться, что там за 5-е, где находится, в каком таком измерении, правда? Это у нас, значит, здесь нам находится портал Песни. Не знаю, как там мы будем разбираться с песнями, но как-то разберемся, я надеюсь. А потом мы, наверное, если успеем, то вернемся в замок и там попробуем что-нибудь проапгрейдить. Правда, пока мы тут шлялись, там дела вряд ли как-то особенно продвигались вперед, но мы посмотрим. По-моему, там деньги увеличиваются только когда ты из замка в замок ходишь, да, то есть и либо из него в другую локацию, и либо назад возвращаешься, и тогда он скипает какое-то условное время, которое тебе дается на апгрейд. Давайте мы пока что карту выключим для пущей кинематографичности и попробуем пойти вперед. What is this place? It looks like a ruined village, but... Да, знакомо. Это Западная Гавань, кажется. Know that these are not the Ilfarn ruins we seek. Is this your birth village? Да, зачем мы здесь? This was your home? I didn't realize you were from a mare village. Must have been a tough childhood. Know that this was not our intended destination. Something is wrong. We are close to where we were meant to be. Are there any ancient Ilfarn structures near your birth village? If so, that is where we must go. Ага, да, в последний раз, когда я отправилась в эти руины, со мной был Бивил. Они недалеко. Then that is our true destination. Yet only something of great power could have turned away our arrival from the ruins, even if they are close by. Something more powerful than teleporting around? Great. We should be on our guard. It is possible that whatever caused this disruption is still present. Such disruption may be due to our enemies seeking us. Or, do you hear something? It is like the sound of a child wailing. Ну, не то, чтобы я слышу, нет, но... Может быть, это какое-то иллюзорное измерение, как вы думаете? Или все-таки нас действительно физически отклонили от пути? Что ж, полагаю, мы увидим, но я пока что ничего не слышу. I don't either. I definitely don't hear anything. Must be something else you're hearing, or whatever it is you gith do. It is like a vibration in the air, coming from somewhere nearby. You should lead. You have the knowing of this place more than I. Let us see where our path takes us. But no matter what, we must make our way to the ruins you spoke of. Да, хорошая идея. Я даже примерно себе представляю, куда бы мы пошли. Потому что, помните, была некоторая локация с болотами и некоторые эпичные руины, ну или, по крайней мере, наземная их часть, которая была заперта, ее нельзя было открыть. Вот туда нам и надо. Я вижу, что деревню зачистили окончательно, и ей пришла, так сказать, звезда. Ну что же, идем в нашу дорогую локацию. Где здесь переход по карте? This is where the sound is coming from. The wailing of the child is strong here. What is this place? Давным-давно здесь произошла битва. There is a familiar sensation about it. It's not the sound. The vibration is in the air around it, almost metallic. It is powerful, very powerful. This place is a sacred place. Know that when we know more, we should return. Обязательно. А мы продолжаем нашу такую вот прогулку. Отправляемся в болото. Болота знакомые? Знакомые. И здесь могут быть те чудаки нехорошие, которые отправили на тот свет деревню с нашим дорогим Амоном Джеро, да? Мы его видели в одной из кат-сцен ранее, в предыдущих эпизодах. Ну что ж, глянем.
Я не думаю, что они здесь переделали локацию совсем, и вряд ли чего-то добавили в сундуки, но мне же интересно, правда? Может быть, вам тоже интересно? А, нет, добавили, хорошо. Камешек малахитовый и перчатки концентрации. Не то, чтобы это меня очень впечатлило. Давайте это тоже пока отправиться туда, чтобы инвентарь не захламлять. А мы продвигаемся наперед. Вперед. Вот у нас старая пещерка, да? В которой были ящеры. Но в стороне немного находится более любопытное место, до которого тоже можно добраться вокруг. Вот то место. И там что, дверь уже открыта? Действительно. Раньше она была полностью заперта, но те ребята, которые зашли сюда до нас, нас опередили, и дверь, уж не знаю, открыли или, наверное, даже выломали. Особенно не церемонясь. Так. Вход. Он не закрыт. Ну, это и сам вижу. И он действительно должен быть закрыт. Этого я не знаю. Не думаю, что существовала возможность, что чернокнижник, независимо от его силы и воли, мог бы сломать эти печати. Ну что ж, в любом случае, увидим. Определенно. Да, ребята. Oh, gods. What is that? It is a thrall of the King of Shadows, a Shadow Reaver. And there, behind it, is the statue of purification. Как раз та, которая нам нужна. You have come far for nothing. The statue's power is spent. Another has taken it, but it will not stop us. Another has undergone the ritual of purification? You speak lies. But it does not matter. The thief has not completed the rest of the ritual, the parts you bear. Once you are slain and the other statues cast down, none shall stand against us. Then as long as the other one who completed the ritual lives, we have a chance. All we have to do is defeat you. Ah, Gith, Zerai, you cannot stop me. Why the Illithids use your people as slaves is beyond me. It was a waste to you both. And why the King of Shadows would use you for a similar purpose is not known to me. But the fact that you cannot break his grip tells of your weakness. Weakness? My power is more than enough to defeat you. More than enough to bring these ruins down upon you. Even if you should wound me, I shall reform within the veil of Merdelaine, as strong as before. I cannot be stopped. Значит, ты еще не проверял это свое бессмертие? No one has yet bested one of us, and none of us have suffered a wound from which we must be reborn. To place such faith in powers that have been untested caused the downfall of Ilfarn as well. You are already defeated. You simply do not know it, but you will. Know that speaking words does not make them truth. Prove it, thrall. Здрасте, ребята. Приятно познакомиться. Ну, то есть, почти. У нас есть призраки, жрецы, у нас есть тень-пожиратель и прочие неприятные ребята. Ну что ж, я возьму благословение, если вы не против. И мы прикинем, что у нас есть с заклинаниями. Так. Проклятие это, да? Ножевое. Listening, really. Ты, дорогой, кастуй свой меч. А потом свою каменную кожу на себя и на нее. Make your path mine. Давайте попробуем изгнать нежить.
И потом огненный удар. Something you want? А вы, ребята, идете вперед, чтобы внимание переключено было на вас. Ну как такой план? Нормально? Так. Это маленькая проблема. Надо, чтобы касты мои совершились. Ну-ка. А это не очень хорошо. Сюда. Ну как у нас? Исцеление нам заказали? Давайте еще раз. Так, давайте отправим их на тот свет ближних. Хорошо. Огненную бурю, чтобы добить их совсем. Давайте, давайте. И молоточком пройдемся тоже. Еще немного похожих зарядов. Окей, этот уже почти готов. У меня есть запас поменьше. Одному хватило, и второму скоро хватит уже практически. Успею? Как вы думаете? По-моему, ему звезда. А, еще остался небольшой чувак. It is done. But know that we have only bought time, not achieved victory. We have only driven it off. It will return, as it said, and there will be more. Должен быть способ воссоздать статую и восстановить ее. No, but we do not need to. No, we must find the one the Reaver spoke of. The one who completed the ritual. We will need their aid to defeat the King of Shadows. But that could be anyone. We don't even know who that is. I can't believe we came all this way for nothing. Nothing. Know that we have completed 4 parts of the ritual. We have learned another holds the 5th. And most importantly, we know that our enemy fears our plans. I know. I just feel like we should do something. Know that this road is at an end, but time may have opened other roads to us. There is hope. You must believe it. Know that we have 2 weapons against the King of Shadows. The ritual in all its parts, and a fully forged sword of the Githyanki. We will need the sword no matter what transpires. Let us pursue that path, and perhaps the second path shall be revealed to us. Справедливо. Так как нам добыть меч? Amanjaro knew much of the Githyanki silver swords. Finding his haven and recovering the knowledge of those swords is the only step we may take on this path now. We should return to Crossroad Keep, to the lore keeper who was imprisoned there with me, Aldenon. He knows much of Neverwinter, and he may know more than we of where to find some trace of Amanjaro. Угу, так, значит. Ну что же, я подберу здесь некоторые вещицы. Это зеркальце здесь действительно есть. И, наверное, мы могли бы им воспользоваться. Улучшенные одеяния древнего ордена дают только +2 доспеха. И на этом все. Не очень круто. У меня есть сияющие руки, которые дают +4. Тут, правда, слух -1, но это только -1. И учитывая двукратное преимущество, я думаю, стоящая защита. Угу. Выглядит не настолько хорошо, но действенно. Щит легкий неплохой, но он легкий. Так бы я его отдал Шандре, может быть. Но я думаю, мы обойдемся. Это будет спонсировать наше улучшение в части продвинутой крепости. А это посох одинаковый. +2 защита, +3 усиление и 10 сопротивляемость магии. Ну, давай так. Я тебе отдам один из этих посохов, а другой заберу себе, чтобы просто его продать.
Потому что он тоже, наверное, дорогой. А кроме того, есть какой-то меч. Короткий меч. Бонус усиления +2, вампирская регенерация +3. Неплохая штука. У меня длинный, это не про меня. А у тебя, Шандра, есть Гладиус, который на истощение характеристики идет, да? Он может не такой хороший по части вот этой регенерации, но в остальном очень хорошая штука, так что, наверное, я не буду тебе меч заменять. Окей, хорошо. Вроде бы мы все подобрали, мы могли бы пройти, но тут, как мы пройдем, нам нужно еще и уровень повысить, по-быстренькому. Мне рекомендует Шандре выстрел в упор, но я вообще не пользуюсь выстрелами с Шандрой. Так что, может быть, я вместо этого возьму оружие экзотическое, чтобы можно было, может, другое что-нибудь поставить. Как вы думаете? Или я возьму короткий меч, могучий критический удар, который дает дополнительные бонусы. Ага, да, это я хочу. Получаем +1 ловкости, 14 хитпоинтов, некоторые другие вещи, ну и наш дорогой удар. Келгар получает мудрость +1, это ему, кстати, заодно увеличивает модификатор. Также 13 хитпоинтов, некоторые умения и еще один удар ки. Сджаев получает еще одно очко мудрости, хитпоинты, умения и пока что никаких навыков. Здесь у нас пара заклинаний, и я выбрал полярный луч, который неплохой такой морозный лучик, довольно сильный. И кроме того, вспышка солнца, которая действует вообще на всех, но особенно хорошо она действует на нежить. С нежитью мы сталкивались раньше, я думаю, в будущем тоже столкнемся, так что это неплохой выбор. Кроме этого, +1 интеллект, несколько хитпоинтов и немножко умений. С моей стороны, мне кажется, пора уже добавить еще один уровень Красного Дракона, хоть он и не такой выгодный по очкам, но все-таки вещь довольно важная. Добавим немного силы. К сожалению, наши умения с бардовскими пересекаются только лишь частично, да еще у меня и всего лишь 4 очка, так что выбор может быть не очень идеальный, но все-таки идем дальше и получаем концентрацию, знания, парирование, дипломатию, а также 14 хитпоинтов. Кроме того, природная защита нашего дорогого последователя должна была увеличить немножко наш природный бонус к классу защиты с +1 на +2. Окей, получили наши очки, можно теперь возвращаться. В принципе, даже сюда. Heard you had some trouble back in Neverwinter walls, bad enough to make you flee to Old Owl Well. There are troubles within and without Neverwinter's walls. Both must be faced. It's just that I thought paladins were loyal to a fault, but had a hard time believing Neverwinter was right all the time, did you? It surprised me, because I thought paladins were supposed to be devoted to a cause, to a nation, to its people, no matter where it leads, or what your king commands. My problems are my own, not Neverwinter's. Or yours. Of course not. A virtuous man like you probably wouldn't dream of lying to yourself. It's just, as I see it, a man's got to be honest not only with himself, but with his comrades and his allies. And if a man loses faith and allegiance to something as big as Neverwinter, well, he might go a little too far in the other direction and lose himself to a woman next. Might even follow her into death, drop all his paladin vows right then and there. Is that something you want on your head? Do my feelings for her really cause you that much concern? Concern? No. I'm just worried about what kind of trouble it's going to bring if you aren't honest with yourself this time around. Кто бы говорил о честности, дорогой ты наш. Окей, мы не про это. Мы про совершенно другое. Captain, it's good you have returned. We have been diligent in ensuring that we only accept the best.
and we've trained our men exceptionally. Catriona has a request for you. I am a woman of few words, but I present to you our finest soldiers. We have combed the countryside for those that have the potential to become the very best. We have found them. This squad represents the finest the Keep's Greycloaks have to offer. I ask you to accept them as the captain's company. Their unit will stand as an example for the rest. They will undertake the most dangerous missions and be the first into harm's way and the last out. Тогда я приказываю сформировать капитанскую роту. Ты у нас специалист опытный, так что тебе и карты в руки. What do you want your company's goal to be? Every man will try to uphold it. Законы Neverwinter — это, конечно, хорошо, но законы бывают несовершенны, так что давайте вместо этого мы будем защищать страну и ее народ. As you command, so shall the captain's company serve you. Окей, в сторону добра мы сдвинулись. Это хорошо, но пока что нам нужен Алданон, а он вроде бы где-то там. Находится в своей библиотеке. Правда? Ah, welcome back. I remember you. Well, I think I do. You were the one with the shards, I hope. Yes, I am so pleased you let me visit. The last time I was here, I wasn't able to examine much to the keep or the library. Quite a shame. Вообще-то, я ищу записи Амона Джеро. Вы можете мне помочь? Oh, that is unfortunate. I occasionally return to that side project when I have time, but to be honest, it's a difficult stone to crack. I mean, it's one thing to know about a place and quite another to find it. The distinction is subtle, but there. Что вам понадобится, чтобы найти его? Let's see. You have explored the Ilfan ruins, undergone the ritual of purification, and traveled to Old Owl Well. Although I seem to recall something regarding getting several vials of dragon's blood, and of course some lich dust, then there's the 3 keys: bronze, silver, and red platinum. The red platinum one might need to be reforged. I think one of the pieces is an arm. Or was it the Underdark? Master Aldanon, here is the map with the position marked, as you requested. А ты, дорогой, ходишь сквозь стены, похоже. Это карта Андердарка? My question exactly. What is this nonsense? I didn't ask for any map. Can't you see we're having an important discussion here? Master Aldanon, you requested I chart a possible location for you, based on the information you provided. I had the master cartographer and several assistants cross-checking the records, and you were correct. This location cannot be scryed, and it bears the telltale arcane marks you indicated would be there. So? Marks of what? Specifics, please, or I'll get the gardener to handle my errands from now on. Master Aldanon, you did not say what this place was, only what to look for. As you have said, it is one thing to find a place, and quite another thing to know about it at all. Это убежище Амона Джеро? It seems so. What a relief. Though I could have used some dragon blood and some lich dust, and there's no way I'd go hunting for reagents like that. No thank you. But yes, I seem to recall asking for this. Well done, Aldanon, I say. Which I do. Good for me. Wouldn't you agree? Но как вы нашли его? Well, there were 2 things I felt would be essential in a haven. Secrecy and its ties to the court of Neverwinter. Secrecy means a place that cannot be scryed. So I hired several diviners in my employ to scan a selected area based on shipments of reagents to a few obscure locations indicated in the court records. Quite simple, really. Sure looks buried deep within the mountains. Oh, well, I'm not certain it's there, but if I were to guess where one would place a labyrinth of death traps, well, mountains are always a good source of stone. Labyrinths need walls, you know, and stone walls seem to be favored. Great. Can we go now? My ancestors' death-filled labyrinth awaits, apparently. Master Aldanon, there was more to the map, and what the diviners found, even with the wards, the concentration of infernal magics there. Oh, trust me, demons shouldn't pose any problems, especially for a well-trained, armed, spirited group like that. Now, if you had told me that those men at Crossroad Keep had completed that terrible ritual of shadows, then I would be concerned. Как любопытно. Ну что ж, спасибо за комплимент. Полагаю, мы будем со всем этим управляться в следующий раз.
Потому что пока что у нас еще хватает дел, час записи прошел. У меня тут набралось времени на, может быть, где-нибудь 30 минуток примерно, плюс-минус. Я в свободное время, может быть, посовершенствую крепость чуть-чуть. Как минимум, у нас есть некоторое оружие, которое можно было бы продать лишнее. И на эти деньги можно было бы, например, дороги прокачать или чего-нибудь такое. Но с этим пока все, да, это будет в будущем. Нам стоит закругляться. Да, еще одна мелочь, которую я чуть не забыл, это наш дорогой конструкт. Голем. У меня же есть, по идее, все ингредиенты. One thing. I had a favor, really. I keep hearing about this tome of Ilkazar. And if I recall correctly, it has a few fascinating chapters on golemcraft. Да. Well, if we were to get a hold of it, we might be able to use it to help upgrade the construct. I mean, he's walking around and healthy as golems go. But I only know so much about golems. There may be something I missed that could help him that would be in the tome. Хорошая мысль. И если мы установим его, то он нам пригодится. That's what I say. So glad you agreed. I was worried this was one of those times when I had a bad idea. Хорошо. Some way I can help? Кажется, у меня есть детали для конструкта. Oh, really? Let me see. Oh my, yes, this should help nicely. Let me see what I can do with this, and what I have here. Let me just put what we have together. See if we can wake our big bladed friend here up. Just need to put the last few finishing touches on him. Do this here and over there, and then we'll go underneath here, and then we'll... И после этого... Well, that should do it. Надеюсь. Shouldn't it? Разве он не должен двигаться или делать что-нибудь? Well, you can't expect him to suddenly start running around and attacking everyone just because we say so. Я бы не рекомендовал. Whoa, whoa, no, no, no! Bad construct! Stop waving those blades around! Stop it! My, that was a surprise. Really gets the blood pumping. Phew, I must say, I'm rather proud of it. Look how tall it is. It really has grown since it was damaged way back in Neverwinter fighting those nasty Githyanki. Он снова работает. Молодец. Постарался. Well, thank you. I must say I had my doubts there for a while. A long while. But I appreciate the support and patience. Sometimes you just have to wait for inspiration to strike. Go on. Try it out. We can bring it along on our adventures from now on. Just talk to it, if you'd like. Not sure it'll answer, though. Да, любопытненько. Я могу его добавить в свою команду. Ну что, поговорим? По стойке смирно. Осмотреть. Гораздо в лучшем состоянии. Угу. Начертаны руны на доспехах. И всякое-всякое. Ну что ж, может быть мы сможем улучшить его алхимически? Угу. You know, I wasn't going to say anything, but I did notice Grobnar, surprisingly enough, wasn't terribly careful about some of the glowstone inscriptions. As reluctant as I am to do anything to this huge hulking murder golem, my conscience nevertheless compels me to offer my services, in case leaving it be might cause more trouble. Действуй, я доверяю тебе. Very well. Stand back. Well back in case I trigger something we can't stop, and get ready to run. Начинает работать над рунами конструкта. Окей. Успех. Кажется, конструкт стал немного выше, прочнее и сильнее. Угу. И Кистрел хочет что-то мне сказать. Наша дорогая паучиха. Ты ткешь плащ? Это для меня? Кистрел стрекочет и продолжает усердно ткать плащ. Спасибо, Кистрел. Не буду отвлекать тебя от работы. Ладно, позже зайдем сюда. Может быть, теперь в следующий раз, когда мы зайдем, то он будет готов. Это будет прикольный плащ.
Metallurgy, thaumaturgy, yes, you heard me. Building a golem, I hope, will serve thee. No, that rhyme doesn't quite work, does it? Maybe if I use alchemy. Either way, it won't work. That construct you're messing with, Gnome, it's dangerous. Ah, this is in safe hands, Sir Bishop. Gnome hands, as it were, being my name. How reassuring. I'll be sure to remind myself who's to blame when it turns on us. Oh, there is little fear of that. I think. Any accomplished craftsman takes care to put safety wards so that they might command their own creation. That's as comforting as leaving the village idiot in charge of a trebuchet. Oh, come now. That's hardly a proper analogy. It's more like leaving the village idiot in charge of a huge savage, nearly unstoppable wolf, who can only understand simple commands like kill, or stop killing, or, oh no, put both halves of that man down this instant. But really, this blade golem is such a gentle, unassuming creature. It would never do something so horrible, would you? Construct? Would you? So what you're saying is if you're killed, we have no way of shutting this thing down. Oh, no. The wards of command aren't cued to my voice. Only the words matter. Much like one would utter when using a wand, staff, or other device. Anyone can use them. It's only a matter of knowing what they are. I imagine that's how the construct was issued its orders from its awful masters. Hate to have that happen again, provided they don't already have the backup wards already in place. That's what I would do. You really think they might? It always pays to have a second who knows the commands, Gnome. Especially if there's any chance the creator could be killed or wiped out. Otherwise, you're leaving yourself vulnerable. I hadn't considered that. But what if I was harmed, unconscious, or, my word, even killed? Why, the consequences could prove disastrous. They could. But you could always take precautions, provided you knew someone you could trust. Это кто-то не ты. Апгрейд крепости — это дело дорогостоящее и пожирающее все ресурсы. Я даже не уверен до конца, что нам удастся довести дело до своего совершенства и прокачать ее полностью, но все-таки, я думаю, учитывая те артефакты, которые мы находим периодически, они довольно дорогие. У нас есть торговец, который может покупать предметы по довольно неплохой цене, лучше, чем все остальные. Может быть, мы найдем еще больше замечательных людей, которые нам помогут, и больше ресурсов других, но это мы увидим в следующий раз. Если у вас есть какие-то замечания и советы без крупных спойлеров, то вы можете их оставлять в секции комментариев. Если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами в социальных сетях. С вами был Last of War с канала Last of War Беларусь. До встречи в следующий раз и спасибо за просмотр.